Всем привет! У нас очередной обзор. Это вот такая контактная сварочка, односторонняя контактная сварка. Заказчик у нас, сразу скажу, это Константин, и поедет этот заказ в город Пенза. Вот. Контактная сварка односторонняя, как я уже говорил. Этой контактной сваркой можно варить электродами сверху. Два электрода варят заготовку сверху. Вот, не как классическая контактная сварка, один электрод снизу, а другой сверху, а именно два электрода сверху. Как варят литий-ионные аккумуляторы сборки. Вот такая вот у нас сварочный аппарат такой. Вот. Этот аппарат, он может также варить и литий-ионные аккумуляторы, сборки делать, и более толстые металлы. Вот. Константин нам заказал эту сварку для сварки нержавейки, то есть 0,5 толщина нержавейки листового будет привариваться к болвашке из нержавейки, толстой, большой, массивной болвашки. Вот. Данный аппарат, сразу скажу, что он варит до 1 миллиметра, уже к более толстым металлам варит до 1 миллиметра металл. То есть, будь это нержавейка, либо какой-то другой металл, да, оцинковка, скажем так, оцинкованный какой-то металл листовой. Вот. Также можем сделать мы эти аппараты с выходом из корпуса сразу медных электродов, чтобы прислонять руками этот аппарат к какой-то заготовке и сразу производить сварку без вот таких вот гибких проводов, вот, на которые закреплены уже медные электроды. В данном случае нам заказчик заказал для того, чтобы сваривать, уже прислонять непосредственно к заготовке сверху. Вот, заготовка будет лежать на столе, и оператор будет прижимать электроды к заготовке и нажимать на педаль, и будет производить сварка. Вот. Также можем сделать данный вид сварки, чтобы у нас работало от педали. То есть нажимаете ногой, и электроды опускались, и происходила сварка. Вот. То есть такой вид сварки тоже мы можем сделать с педалью. Вот. С педалью смыкания, да, электродов к заготовке. Вот. И при желании, кто хочет заказать, такой сделаем. Вот. В данный момент аппарат заказчик заказал с контроллером, что сразу же повышает его работоспособность. Может варить от совершенно тонких металлов, как я уже сказал, до толстых. Сверху он будет приваривать пластины до миллиметра прям спокойно, на выдержке 2 секунд. Контроллер здесь сейчас новая стоит версия, до 2 секунд выдержка. Вот, и регулируется мощность от 20 до 100%. Также имеется у нас ручная выдержка. Здесь переключатель стоит на передней панели. Ручной выдержки — это сколько вы нажимаете на кнопку сварки, на педаль, столько он и будет варить секунд. Также у нас есть электронный термометр. Включим, посмотрим. Он показывает температуру у нас первичной обмотки трансформатора и семистра на контроллере. Вот. На семистре стоит алюминиевый радиатор на термопасте. Вот. И также на нем стоит защита от перегрева. Вот. И он показывает у нас температуру как на семистре, этот термометр, так и на трансформаторе. Вот. Двойные показания здесь. Также на трансформаторе стоит на первичной обмотке защита от перегрева до 70 градусов. И на семистре тоже стоит защита от перегрева до 70 градусов. Следите за показаниями и не перегревайте. Как только увидите, что он подходит показания 50 градусов, 60, то прекращайте работу, пускай остынет. Вообще у аппарата есть режим работы. Режим работы 10 минут. В эти 10 минут входит 3 минуты работы, 7 минут отдыха. 3 минуты работы, 7 минут отдыха. Если тонкие металлы варите, 0,5, да, вот, то можно, например, 5 минут работы, 5 минут отдыха. Давайте остыть аппарату.
По бокам располагаются вентиляционные решетки. Вот. А сзади у нас расположен вентилятор для охлаждения нашего аппарата. Также включатель сети. Провод 220 подключается с вилкой. Провод 2 метра. И разъем педаль. Вот. Педаль у нас идет тоже в комплекте вот такого вида. Педаль тоже 2 метра провод. Так, что в комплект входит? Это у нас электроды. Заказчик сказал, что он их будет затачивать сам под свои нужды, как ему нужно. И ручку будет делать сам на 3D принтере. То есть мы тоже можем сделать все, что это и ручку, и педаль, и смыкание можем сделать, то есть автоматическое опускание, да, ногой. Вот. И одновременно, чтобы и сваривало. Вот. Но заказчик пожелал именно такой аппарат. Будет он сам доделывать уже рукоятку, и оператор будет сам опускать, либо что-то как-то они уже сами придумают. Вот. Заказан был вот именно такой аппарат. Так, также в комплекте у нас перчатки обрезиненные, защита для глаз, очки, визиточка наша. Это наждачка для зачистки медных электродов. Вот, и небольшой такой сюрприз. Сладкий. Будете распаковывать, пробовать. Так, по весу данный аппарат составляет 13 килограмм. Размер аппарата 14 на 14 и 35 сантиметров. Вот такой размер корпуса. Так, сейчас мы включим и будем проверять. Мощность аппарата, да, забыл сказать, 2800 ампер. На выходе 3,5 вольта. 2800 ампер мощность. Ток потребления 220 вольт питается. Ток потребления это 47 ампер и 10 киловатт. Вот. Так, также аппарат заземлен. Корпус аппарата. Пользуйтесь розетками с заземляющими контактами. Вот обязательно. Сейчас мы поставим камеру на штатив и попробуем поприваривать. И посмотрим, как он варит. Так, поставили камеру на штатив. Давайте включим аппарат. Включили. Вентилятор заработал. Все. Контроллер включился. Включился у нас термометр. Можно видеть, он показывает вольтаж и температуру. На вольтаж не обращайте внимания. Это блок питания, питающий наш термометр, и кулер. И два показания температуры. Это трансформатор и контроллер. Вот. Видим то, что 25 градусов показывает температура. Вот. Контроллер у нас регулируется от 20% мощность до 99%. И сварочный время сварки от 1 периода до 99 периодов, до 2 секунд. 50 периодов это 1 секунда. И 1 период это 20 миллисекунд. Вот. Тут у вас выставлено уже 20 периодов. Будем варить сейчас мы. Вот такая толстая нержавейка у меня есть. Она, толщина у нее 4 миллиметра. Вот, и мы ее сейчас к ней будем приваривать, к этой нержавейке толстой, 0,5. Вот есть у меня 0,5 толщина нержавейки. Вот я к ней буду сейчас к толстой приваривать тонкую. И будем пробовать отрывать. Так, также есть у меня вот такая толстая нержавейка 1 миллиметр. Вот, тоже будем приваривать к нержавейке, к толстой. Вот, и попробовать тоже отрывать ее на отрыв. Так, выставляем на автоматический режим. Это будет по выставленным показаниям нашего контроллера будет варить. То есть 20 периодов будет отрабатывать, это меньше полсекунды. Мощность составим 99%. Так, смотрим, куда наши электроды поставить. Подложил подложку для того, чтобы не прожечь
потому что нагрев идет сильный. Ну, металл все равно нагревается, и я боюсь прожечь наш коврик. Так, нажимаем на полу на нашу педаль, и происходит сварка. Так, видим то, что сварка произошла, но проварили мы не там, где надо. Приварили мы немного ниже. Вот. Сейчас мы приварим. То есть даже дыры получились. Можно видеть. Вот. Попробуем в другом месте немного приварить, чтобы попал у нас металл на металл. Так, ставим электроды. Не делаем зазор, чтобы не замыкали электроды. Электрод медный с электродом медным. И нажимаем на педаль. Видим то, что точки у нас получились. Можно даже еще будет время подубавлять. Вот такие вот у нас точки. Так, давайте их пластинку оторвем. Скажу сразу, что я ее уже приваривал, и отрывается она. Можно видеть, что отрывается металл, но точки не отрываются. Вот, то есть приваривать нормально. Время даже можно будет еще подубавлять, где-то на 15 периодах. Так, давайте мы ее оторвем вообще. Вот мы видим то, что она рвется вся порвалась в клочья. Вот. Так, давайте попробуем приварить то, что металл остался. Вот, посмотрите, здесь на нержавейке, на толстой. Вот. Так, давайте приварим теперь миллиметровую. Как поставить ее лучше, чтобы приварить нам. И уже параметр под время поставим мы. Давайте поставим, наверное, на 50 периодов, что ли. Попробуем. 50 периодов поставим. Это 1 секунда. Ток оставим 100%, 99. Вот, и приварим 1 секундный миллиметровый нержавейку к толстой нержавейке. Видим то, что секунда прошла, отработал контроллер. Вот такие вот у нас получились 2 точки. Вот. Сейчас мы их попробуем оторвать, этот металл. Ну, как мы видим, миллиметровый металл гнется туго, но гнется. Точки не отрываются. Как это, чтобы показать? Вот. Вот таким вот образом. Вот здесь вот у нас он был приварен. И можно видеть, в этих местах остался выпуклый металл, с миллиметровой нержавейки остался. Так, давайте попробуем приварить еще к толстому металлу нержавейку миллиметровочку и поделать несколько точек. Так, по температуре мы можем видеть, у нас показывает трансформатор 27 градусов и контроллер почти 26. То есть практически температура не прибавилась. Это говорит о том, что это все нормально. В нормальных у нас
нормальная работа происходит в нормальном режиме, то есть без перегрева. Вот такой сейчас мы возьмем 0,5 миллиметров нержавейку и попробуем приварить ее вот к такому уголку из крепежного магазина, где-то 3,5 миллиметра. Вот, тоже поставим, давайте 20 периодов по времени и попривариваем, поделаем серию точек. Сделаем серию точек. Так, раз. Два. Три. 4. Держать уже становится неприятно, потому что электроды медные нагреваются. Медные электроды нагреваются и уже держать некомфортно руками. Вот. В любом случае нужно делать какие-то ручки, вот, для того, чтобы уже варить можно было дальше. Продолжать. Давайте еще попробуем сделать одну точку. Ну, таким вот образом. Сколько мы тут сделали сейчас? 1, 2, 3 привара делали. И плюс еще здесь мы приварили 1, 2, 3, 4, 5 приваров. Вот такие вот у нас точки получились. Вот давайте попробуем их оторвать пассатижами. Пассатижами отрывается очень тяжело. Мы видим, что не отрывается у нас металл. Отрывается уже с дырами. То есть приварено очень даже хорошо. Отрываться он не хочет. Так, по температуре давайте посмотрим, сколько у нас получилось. По температуре 29,7 это трансформатор нагрелся за этот период. И 26,7 это контроллер. То есть постоянно обдувает наш вентилятор и контроллер, радиатор его алюминиевый, семистра, и трансформаторы. Вот, то есть не дает сильно перегреваться. Переключаем в нейтральное положение. Все, то есть в рабочее положение у него нормальное. То есть варить можно и 5 минут отдыха, может быть и больше. Смотрите за перегревом. Вот, в принципе, все. На этом я, наверное, буду заканчивать наш обзор. Вот, аппарат мы будем сейчас паковать и отправлять в транспорт компании СДЭК. Вот, в город Пенза, нашему заказчику Константину. Вот, в принципе, все. Кому понравился данный аппарат, ставим лайк. Кому не понравился, ставим дизлайк. Пишите обязательно в комментариях, почему вы поставили дизлайк, что вам не понравилось. Или если вам понравился аппарат данный и то, что я делаю на заказ, тоже пишите в комментарии. Я всем отвечаю в комментариях. Вот, ссылочки, кто хочет заказать, также будут в описании под видео. Все контакты и ссылочки. Также я номер прикреплю у себя здесь под видео. В видео тоже будет этот номер телефона. Вы можете позвонить, либо написать на WhatsApp, также Viber. Вот, и проконсультироваться. Вот, можете звонить по WhatsApp. Вот. Также мы делаем контактные сварки, машины контактные сварки с педалью, смыкание клещей, разной мощности, то есть ручные клещи для различных видов работ, для кузовщины и так далее. Вот.
Также делаем контактную сварку в стык. Вот такие вот контактные сварки, односторонняя контактная сварка для литий-ионных аккумуляторов, для более мощных работ, для толстых металлов. Вот такие вот настольные. Можем сделать такую же одностороннюю контактную сварку, но с клещами, да, смыкания, то есть с педалью, чтобы смыкались клещи и электроды уже сваривали непосредственно деталь. Вот. Также можем сделать на заказ контактную сварку в стык, это для проволок. Вот. Заходите к нам на наш канал, подписывайтесь. Также есть у нас группа ВКонтакте официальная. Вот. И туда можете подписаться, там у нас все видео есть тоже. Дублируем и фото, и видео разделы тоже есть. Также все заказы, которые я выполняю, также скидываю туда. В ленту новостей можно полистать, посмотреть. Вот. Также есть резервные каналы на Яндекс.Дзен, на Рутюбе, Телеграме. Вот, так что можете перейти, подписаться. Все ссылочки будут в описании под видео. Так. Также делаем эксклюзивные выжигатели. Выжигатели резаки нехромой проволокой раскаленной. Выжигатели молний. Различные дымонагнетатели для холодного горячего копчения. Генераторы для холодного горячего копчения. Вот. Пассиваторы, регруверы и электрошокеры для забоя сельскохозяйственных животных. Так что пишите, звоните, вот, пишите в комментариях, всем отвечаю. Вот. Ставим лайк и до новых встреч. Всем пока.